Дорогие зрители моего канала, здравствуйте! Сегодня тема провокация. Мне пришла идея рассказать вам о 5 самых незаменимых для меня ароматов из всей моей небольшой коллекции. Мне подумалось, а если бы перед нами была такая задача, мы стояли бы перед страшным выбором, выбрать всего несколько, ну, скажем, на необитаемый остров и более никакой парфюмерии или расхламления нашей парфюмерной полки или шкафчика. Только 5 ароматов. Однажды и отныне навсегда. Мне показалось выбрать один, два или даже три гораздо проще, чем выбрать 5. Но захотелось оставить хотя бы 5 незаменимых. Я расскажу вам о своих самых любимых, самых нужных ароматах коллекции. А вы в ответ расскажете мне, какая пятерка у вас. Итак, начнем с аромата, который для меня является моим парфюмерным кредо. О нем я вам еще не рассказывала, кстати. Это аромат «Опиум Ив Сен-Лоран. Парфюмированная вода», перевыпуск 2009 года. Винтажного опиума я не слышала. Очень хочу и, думаю, осуществлю задумку его послушать. Но то, что я имею, ношу, для меня уже шедевр и мое самое любимое и самое нужное мне во всей моей парфюмерии. А, Конечно, тема сегодняшняя любимчики, поэтому буду петь оды. Что такое опиум для меня? Здесь я слышу на старте ароматы смол, мирры, амбры, ладана, восточных благовоний. Это аромат восточного храма, иногда аромат и нашего православного храма, но все же ближе к востоку. Аромат полного прочищения сознания. Аромат собирающий, настраивающий на самый важный духовный лад, говорящий о самом главном, зачем мы здесь. Аромат, который я ношу, когда хочется мира в душе, духовного просветления, когда хочется отринуть все земное и настроиться, но действительно на самое возвышенное состояние души и тела. Я люблю его и зимой, и осенью, но я хочу сказать, что его звучание в летний период меня поразило. Он раскрывается нежными, сладкими цветами, и на фоне цветов уже звучат благовония и деревяшки. Аромат, которому могу пить оды всегда и который вот уже несколько лет для меня номер один. А здесь есть еще и цитрусовые оттенки. Возможно, в первой части своего раскрытия он звучит даже немножечко кока-кольно. И я замечала, что когда я отправляюсь в путешествие с этим ароматом, при всем длительном его раскрытии, в каждой новой фазе он выдает новое состояние и новое звучание. Конечно, это аромат дерзкий, аромат смелый, аромат тяжелый. Типичный классический восточный аромат восточных благовоний, восточных смол. Обожаю. Хочу узнать, как относитесь к опиуму вы. Далее в путешествие со мной отправилась бы бессменная, вечная, любимая, нежно. Пятерка номер 5 от Шанель «Парф Вода». За что ли я люблю пятерку? Ну, вы знаете, за что. Для меня это аромат женственности, красоты, умиротворения, тихой неги. Такой материнский аромат. И недавно я слушала его на улице, и, знаете, я поняла, почему Эрнест Бо вдохновлялся при создании этого аромата чистотой северных озер. Ну, вы знаете, что Эрнест Бо был выходцем из России, и русские корни, конечно, давали о себе знать, в его творчестве тоже. И он создал такой хрустально-альдегидный, чистый, такой отстраненный аромат, тоже для меня отчасти духовный, поскольку он, вот видите, в малом объеме
выглядит жидкость совсем иначе. Вот в объеме большом 200 миллилитров она такая прямо темная, красивая, а в маленьком объеме она как раз цвета немножко талого снега, нежного и действительно великолепно звучит такой своей зимней чистотой и свежестью. Хотя, конечно, пятерку ношу и весной, и даже иногда в летний полдень куда-то на выход, когда хочется такого кокона, внутреннего состояния закрытости даже, знаете, как бы перенос дома, вместе, дом идет с собой на мероприятие, да, перенос дома с собой. Поэтому это для меня не выходной аромат, скорее аромат для себя. Так же, как опиум для меня аромат духовной практики и духовного сосредоточения. Пятерка отправляется с нами на необитаемый остров. И аромат номер 3. Я думала, смогу ли я обойтись без двух ароматов от Новой Зари, самых любимых, Мистер Тайна и Пачули Magic, волшебство Пачули. Выбирала, но поняла, что Пачули, конечно, предпочтительнее для меня, потому что ношу просто чаще. Когда хочется тепла, когда хочется уюта, когда хочется внутренней тишины. Вот все эти ароматы чем-то для меня объединены смыслом единым. Да, тут, конечно, тема тоже Востока и присутствует, но я поняла, что, конечно, древесно-восточные ароматы для меня все-таки мои фавориты. Пачули тоже отправляется с нами. Аромат номер 4, без которого я бы не смогла. Долго думала, какие из больших великих домов, любимые мои композиции мне важнее. И сделала выбор в пользу герленовского Шалимара. Это тоже одна из новых переформулировок великого аромата. У меня парфюмированная вода, она мне больше нравится. Вот. И это классический парфюмированный в воде Шалимар. Да, опять же, любимый амбровый, ладанный, цветочный, специевый Восток. Но здесь еще великолепнейшая пудра, великолепнейшая герленовская ваниль, ванильная пудра. Да, конечно, в опиуме и в Сен-Лоран тоже есть ваниль. Да, конечно, в пятерке она тоже есть. Да и пачули без ванили не обошлись в Новой Заре. Но герленовская пудра – это непревзойденная, лучшая ваниль в мире, на мой взгляд, на мой нос, из всей моей небольшой скромной парфюмерной коллекции. Это аромат праздник, это аромат торжества, это аромат подчеркнутой королевской женственности. Но я подумала, что если я не смогу хотя бы изредка слушать этот аромат, пусть даже не носить, я буду несчастлива. Поэтому он тоже отправляется со мной в путешествие. Ну и завершит сегодняшнюю мою подборку аромат, который может быть не так уникален, как думается и как да, могло бы показаться. Это Gypsy Water от шведского нишевого бренда Byredo. По-моему, аромат 9 или 10 года, точно не помню, выпуска. И этот аромат уникален для меня тем, что он очень личный, он связан для меня с прекрасной романтической историей моей любви. Вот, и поэтому всегда относит меня к самым приятным, самым радостным, счастливым, романтическим переживаниям в моей жизни и в жизни моего супруга, надеюсь, тоже. Поэтому Байреда, Gypsy Water, цыганская вода, отвечает, конечно, многим потаенным струнам моей души, так же, как и великий прекрасный опиум и Сен-Лоран. Это двойка любимых мной ароматов. Вот, может быть, если было бы два, были бы вот эти со мной. Но сегодня пятерка. Джипси звучит, расскажу про Джипси. Джипси звучит смолами. Джипси звучит прекрасным таким костром, ладаном, мирой, амброй. И цветочности здесь нет. Здесь, конечно, чистая смолистость, такой пьянящий, страстный аромат. Очень многогранный, раскрытие сложное, стойкость средняя, небольшая, шлейф громкий.
Благодарю вас за внимание. Я с нетерпением буду ждать ваших рассказов в отзывах о вашей пятерке самых насущных и необходимых для вас. Почему? А что с ними связано? Какие это ароматы? Расскажите, как трудно дался вам выбор в пользу того или другого аромата. Мне все это очень интересно. Подписывайтесь на канал, пишите свои отзывы и комментарии. До новых встреч. Юлия Давыдова с вами.